Привет, я Электро. Я пока учусь и задаю много вопросов. Бюджеты времени – это распределение суточного фонда времени по различным видам деятельности. Древнейшим в мире часам более 5000 лет. Эти солнечные часы найдены в могильниках Ростовской и Донецкой областей. В XIII веке в Англии изобретены первые механические часы. Механические часы на башнях церквей и соборов позволили синхронизировать деятельность людей. Часы смогли определить городское существование и изменить общественное восприятие времени как товара. В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал лампу накаливания. Ограничения старых методов освещения были устранены. Теперь люди могли продолжать свою повседневную жизнь вечером и даже ночью. В 1913 году в Лондоне и Нью-Йорке проведены первые исследования бюджетов времени. Round about a pound a week. В Лондоне и How working men spend their spare time. в Нью-Йорке. В 1915 году Александр Чаянов опубликовал свои исследования «Бюджеты крестьян Старобельского уезда». Отсюда идет отчет изучения бюджетов времени в России. В 1923 году в СССР создана организация «Лига Время». Задача организации – борьба за правильное использование и экономию времени во всех проявлениях общественной и частной жизни. В 1965 году Гэри Беккер опубликовал статью «Теория распределения времени». Она стала основой для изучения домашнего производства и распределения времени внутри домашнего хозяйства. В середине 1960-х годов проведено 12 обследований по бюджетам времени в странах Европы и Азии по единой методологии. Гармонизированное межнациональное исследование использования времени финансировалось ЮНЕСКО. Его возглавил венгерский социолог Александр Сале. В 2014 году в России возобновлен сбор данных по бюджетам времени. Росстат провел первую волну выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. В 2023 году открыт Центр исследований бюджетов времени в Нью-Вышее. Впервые в мире Центр провел уникальное обследование, объединившее расходы, доходы и бюджеты времени домашних хозяйств. Что такое бюджеты времени? Бюджеты времени – это среднее время, которое люди тратят на разные виды деятельности. И эти виды деятельности включают сон, уход за собой, приготовление пищи и еду, учебу и работу, наши поездки в транспорте. Еще эти виды деятельности включают все разнообразие нашего общения, различные виды спорта, то, как мы тратим свое время, когда мы отдыхаем. В принципе, это вся наша жизнь. Также мы смотрим бюджеты времени отдельно для разных социально-демографических групп. Например, они сильно отличаются у людей разного возраста, у людей, проживающих в разных типах населенных пунктов. Зачем нужны бюджеты времени и какая от них польза? Бюджеты времени, они на самом деле не нужны, они просто есть. Наряду с расходами и доходами время, бюджеты времени определяют то, как мы живем, наше благосостояние и качество жизни. Фантасты на протяжении сотен лет писали о будущем человечества. Они мечтали о том, что в будущем распределение времени изменится. За счет развития науки и техники появятся роботы или искусственный интеллект, которые смогут на себя взять ненавидимую многими работу, высвободив свободное время, которое можно тратить на что-то более приятное. Написание стихов или картин, или на том, чтобы отдыхать где-нибудь на Марсе. Человек на смертном одре, он не сожалеет о потерянной прибыли, он сожалеет о потерянном времени. Каковы основные проблемы в разделении рабочего и личного времени? Проблема главная одна – это размытие границ между личным и рабочим временем. Первая причина, по которой это происходит, это физическое расположение нашего рабочего места. Когда оно далеко от дома, в отдельном каком-то помещении, тогда эта граница более четкая. Если же так получается, что мы вынуждены работать из дома, давайте вспомним опыт пандемии, когда многие из нас были вынуждены работать из дома. Что получилось? Что у нас рабочее место стало там, где наше место личной жизни, то есть у себя дома. И вот эта физическая граница между рабочим местом и местом для жизни размылась, и, как ни удивительно, произошло размытие границ времени. У нас было исследование как раз-таки по опыту пандемии, и вот люди, наши информанты,
говорили нам, основные трудности, с которыми они сталкивались, как раз-таки были связаны с размытием границ между личным и рабочим временем. Ну, люди не понимали, где заканчивается работа, где начинается личная жизнь, вот, и это как бы вызывало сложности. Вторая причина, на самом деле, происходит от нас самих. Точнее, от характера нашей деятельности и нашего к нему отношения. Наверное, многие из нас сталкивались с тем, что мы обдумываем какие-то рабочие задачи дома. И нас никто не заставляет так делать, нет никакого принуждения к этому. Просто нам интересно тем, чем мы занимаемся. И вот тут возникает вопрос, а где закончилось наше рабочее время, и где началось наше личное время, если мы в личное время обдумываем рабочие задачи. Как это влияет на качество жизни? Влияние самое непосредственное. Давайте обратимся к опыту советских ученых, которые занимались бюджетами времени. У нас была очень сильная советская школа. Вот представители нашей советской школы говорили о том, как раз одни из первых высказали мысль о том, что бюджеты времени оказывают непосредственное влияние на качество жизни. И причина этому очень понятная. Сколько бы у нас ни было материальных благ, сколько бы у нас ни было всякого богатства, нам нужно время, чтобы этим богатством, этими материальными благами мы могли воспользоваться. Если у нас этого времени нет, то какая цена тогда этому богатству? С другой стороны, если мы обратимся к оценкам качества жизни, вообще, которые приняты в науке, то там показатели как раз-таки бюджета времени включены в эти оценки, и речь идет о соотношении рабочего и свободного времени. Причем мы можем смотреть как на объективные показатели, сколько времени мы пробыли на работе, сколько времени мы занимались досугом, так и на субъективные, как мы оцениваем вообще наш баланс между работой и свободным временем. Отличаются ли бюджеты времени в разных странах? Бюджеты времени в разных странах, естественно, отличаются. Все мы знаем, что представители азиатских стран работают больше всего. Там так принято. Это принято еще со средних веков. А, например, представители Южной Европы, наоборот, работают гораздо меньше. Российские же мужчины и женщины работают в среднем достаточно много. Если, например, нас сравнить с французами или испанцами, то и мужчины, и женщины у нас работают приблизительно в 2 раза больше. И если туда добавить еще и работу по дому, то есть домашнее производство, уход за детьми, то получится, что российские женщины и мужчины вообще там на первых местах. Нас обгоняют, пожалуй, только, может быть, мексиканцы. С другой стороны, это ведет к тому, что у наших и мужчин, и женщин остается гораздо меньше времени на досуг. Тут мы занимаем, наоборот, уже предпоследнее место. И нас обгоняют, опять же, мексиканцы. Кто чемпион мира по досугу? Это страны Скандинавии. Да, то есть там люди относятся к работе совершенно по-другому. Поэтому все страны можно разбить на такие кластеры, в которых принято работать, отдыхать и жить сильно по-разному. То есть это культурное различие в первую очередь. Какие существуют отличия между мужчинами и женщинами в распределении своего времени? В целом, во всех исследованиях по бюджетному времени, ну или практически во всех, из разных стран всегда поднимается вопрос гендерного неравенства. Сначала это неравенство не так заметно, когда у мужчин и женщин еще нет семьи или они не состоят в паре, но потом начинается самое интересное. Когда особенно появляются дети в семье, на женщину возлагается ответственность за быт, за домашние дела, за уход за детьми и другими членами домохозяйства. И получается так, что женщина тратит на это все примерно 30 часов в неделю. Это в целом сопоставимо со стандартной рабочей неделей оплачиваемого труда. Но чтобы не очень обижать мужчин, наверное, стоит сказать, что они больше заняты в оплачиваемом труде, но там разница всего 40 минут, а у женщин на неоплачиваемый труд уходит примерно на 2,5 часа в день больше, чем у мужчин. Также, когда у нас есть семья, когда у нас есть дети, женщины намного меньше отдыхают. Если говорить о цифрах, они отдыхают примерно в 1,2 раза меньше, чем мужчины.
что в целом, что хочется сказать, пожалуйста, берегите своих женщин. Как собираются данные? Есть два основных метода сбора данных. Качественные методы и количественные. В качественных методах собираются фокус-группы, проводятся интервью. То есть с людьми обсуждается их время, как они его используют. Также иногда используется метод наблюдения. Это как в детективном кино, когда мы ходим за человеком и следим, что он там делает, в какое время. Но понятное дело, что такие методы, они достаточно затратные, и собрать большое количество данных в них невозможно. Поэтому наиболее часто используются количественные методы для сбора большого объема данных. Тут тоже есть несколько методов сбора. Первый – это дневниковый метод. То есть респондентам выдаются дневники, в которые они записывают, что в какое время они делают, с кем они в это время находятся, где они находятся, для чего они это делают. То есть респондент, он идет от того момента, когда он проснулся, и до момента, когда он заснул, и записывает все, что он делал в это время. Другой подход называется стилизованный вопросник. Тут респондент ретроспективно заполняет свою деятельность уже постфактум, то есть на следующий день или вечером. Золотым стандартом все-таки является дневниковый метод, потому что вспомнить на следующий день, что вы делали вчера, достаточно сложно. Например, если вы попытаетесь посчитать, сколько времени вы сидели в соцсетях вчера, может оказаться это не так и просто. Есть еще облегченный дневник. Это компромисс между стилизованным опросником и дневником. Он выглядит почти как дневник, но в нем уже прописаны основные виды деятельности. И человек их вписывает не сам, а просто отмечает галочками, что он делал в какой момент времени. Его можно заполнять тоже постфактум. И он дает возможность отслеживать параллельные виды деятельности, что не дает, например, стилизованный вопросник. Чем полезны эти данные для научного сообщества и для тех, кто принимает решения? А бюджеты времени, в принципе, отражают нашу повседневную жизнь. Они отражают то, как люди реагируют на разные социально-экономические изменения, на то, как они адаптируются или наоборот не адаптируются к тем вызовам, которые случаются. В этом смысле знания о них очень трудно переоценить. Во-первых, понимание того, как люди распределяют и тратят свое время, нам дает понимание о том, как устроена повседневная жизнь общества, в котором мы живем. Во-вторых, конечно, бюджеты времени очень полезны для семейной и социальной политики. Понимание того, как люди тратят свое время и выполнение рабочих, домашних обязанностей, очень полезно для планирования демографических мер социальной политики. Конечно, это очень интересно и для работодателей, и для компаний. Например, понимание то, что у сотрудников очень плохой так называемый work-life balance, дает компании основания принимать решения для того, чтобы сотрудники лучше использовали свое время, чтобы их эмоциональная удовлетворенность от работы была выше, а следовательно и выше замотивированность, чтобы избежать эмоционального выгорания тех, кто работает в их компаниях. Конечно, когда мы говорим про бюджеты времени детей, это очень важно для образовательных мер. Это важно для всех образовательных учреждений, начиная от детских садов, школ, заканчивая университетами и другими. Понимание того, как дети распределяют свое время, где они его проводят и с кем, как они эмоционально реагируют на то, как это устроено, это очень важно. И нам кажется, что это сильно влияет на образовательные результаты. И как раз в нашем центре мы очень хотим показать это научно и доказать, что то, как дети распределяют свое время и то, как они это чувствуют, это сильно связано с тем, какие образовательные результаты в конечном счете они получают. Ну и, наконец, бюджеты времени – это просто наша с вами жизнь. Как это может быть неинтересно? Конечно, интересно. И с точки зрения ученых, и с точки зрения политиков, и с точки зрения работодателей, и, в принципе, во многих других практических областях. Как данные визуализируются?
Визуализация данных по бюджетному времени зависит от того, кто и для чего эти данные визуализирует. Практически все строят стандартный график по общей структуре бюджетов времени, то есть сколько и на что часов мы распределяем в 24 часах, ну то есть в сутках. Дальше делают различные срезы, например, мужчины и женщины, всякие срезы по образованию, по доходным группам и так далее. Более интересные графики – это анимированные графики. Например, наши коллеги из Венгрии на своем сайте выкладывают очень красивую визуализацию по тому, как разные кружочки бегают от одного вида деятельности к другому в течение дня. И можно смотреть, когда люди просыпаются, когда они перебегают на соседние какие-то дела по дому или по работе и так далее. Еще визуализация данных зависит от тех классификаторов, которые используют исследователи. В разных странах эти классификаторы отличаются. То есть, например, где-то транспорт учитывается как отдельная категория, а где-то он включен в категорию работы, потому что подразумевается, что транспорт, то есть дорога до работы и сама работа – это одно целое. Из-за этого различается количество категорий по видам деятельности и, соответственно, их визуализация, их реализация в том числе. Примерно мы выполняем где-то 50-53 активности за день. Их все нагромождать на один график очень тяжело. Это очень усложняет наше понимание вообще, что происходит. Поэтому здесь все зависит от полета фантазии исследователя и для чего конкретно он этот график строит. Каковы первые итоги и перспективные направления развития исследований бюджетов времени? Вы знаете, если есть какая-то социально значимая область, и она плохо исследована и изучена, и не мало научных фактов, то вокруг нее рождается очень много мифов, которые распространяются в СМИ и просто в нашем общении. Вот про бюджеты времени очень мало пока современных, хороших научных фактов в России. И наш центр пытается это исправить. Например, существует миф о том, что наша повседневная жизнь ускоряется. Что это значит? Это значит, что мы чаще и более активно переключаемся между разными видами задач. То, что мы параллельно делаем очень много дел. И эта параллельность стала выше, чем была какое-то время назад. Так ли это? Это неизвестно на данный момент. Мы не знаем научно об этом в России. Мы бы хотели это поисследовать и понять, и дать научные факты в перспективе, действительно ли имеет место быть такой феномен. В целом изучать детей очень тяжело, очень технически, юридически сложно и, более того, дорого. Но мы, так сказать, не из пугливых в нашем центре, поэтому мы взяли на себя эту задачу, активно исследуем детское благополучие и детские бюджеты времени. Нам интересно узнать, из чего состоит детский день, что они делают, все ли у них действительно кружится вокруг школы, что нужно сделать на государственном уровне или что нужно сделать их семьям, чтобы дети были более счастливы. Сбор данных – это всегда краеугольный камень исследования бюджета времени. На самом деле обследование бюджета времени – это очень дорогостоящая история. И не все страны, даже развитые страны, могут позволить себе проводить такие обследования регулярно. Поэтому я думаю, что будущее за автоматизацией таких обследований, за геймификацией. До сих пор во многих странах обследования такого рода собираются на бумажных носителях. А в некоторых странах люди не могут самостоятельно заполнить дневники по причине высокого уровня неграмотности. То есть респондент без интервьюера заполнить анкету сам не может. При этом дети, начиная с 3 лет, могут свободно пользоваться смартфонами. Поэтому, если разработать правильное, понятное приложение, то можно собирать данные в любом уголке страны с помощью приложения. У вас будут отвечать и взрослые, и дети, и пенсионеры. И как раз этим мы планируем заниматься в будущем. То есть это наша цель на ближайшее время. Мои коллеги уже достаточно много рассказали про такой метод сбора данных, как дневниковое обследование. И вот эти дневниковые обследования позволяют нам получить объективную картину того, как мы распределяем наше время. Однако, удовлетворены ли мы этим? Вообще, как мы это воспринимаем? Нравится нам то, как мы тратим свое время, или не нравится? Вот, к сожалению, таких показателей в исследованиях пока еще очень мало. И поэтому одним из перспективных направлений я бы назвала
назвала создание хорошей, качественной методики измерения удовлетворенности тем, как мы распределяем свое время. Расскажите, как появилась идея сделать серию видеоподкастов. Она родилась на круглом столе, который проходил в период апрельской конференции, на котором наши молодые ученые в режиме некоторого соревнования представляли результаты своих исследований, и мы в них увидели, во-первых, огромные талантища, не побоюсь этого слова, во-вторых, мы увидели уже сформировавшихся популяризаторов современной науки. Расскажите, как появилась я, Электро. Компьютерные технологии, их образы уже неотделимы от нас, от нашей работы и повседневной жизни. Ты олицетворяешь собой одновременно искусственный интеллект и потенциал человека. Оба они постоянно развиваются и совершенствуются. Твоим прообразом стал логотип нашего Центра комплексных исследований человеческого потенциала. Мы тебя оживили и сделали похожим на человека.